Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака расклад на предстоящую неделю. Это неделя с 6 по 12 апреля. Давайте мы посмотрим, что вам готовит эта неделя, которая должна наступить, какие у вас карты сегодня выпадут и что же интересного вас ждет. Напомню, что это общий таро-прогноз, а он не персональный, не личный. Но тем не менее, я думаю, что большинству из вас, смотрящих это видео, этот расклад подойдет и будет перекликаться с тем, что происходит в вашей жизни. Пишите ваши комментарии и оставляйте ваши отзывы. Они для меня очень ценны. Я очень дорожу ими и постараюсь вам ответить на ваши сообщения. Также, кто еще не подписан, не забудьте это сделать, подписаться, чтобы не пропустить в дальнейшем мои расклады. Опять-таки, если они вам нравятся, если они вам подходят. На сей ноте давайте мы с вами начнем наш таро-расклад, наш таро-прогноз. Итак, у нас две колоды. Первая колода у нас, соответственно, основная. Вторая дополнительная. Итак, весы, неделя с 6 по 12 апреля. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта мага или волшебника. Первая карта в старших арканах. Вы здесь как будто бы готовы что-то новое инициировать, начинать прям с понедельника, полны идей. И у вас для этого достаточно ресурсов, достаточно возможностей, сил, опыта, талантов, не знаю, всего чего угодно, харизмы в конце концов, чтобы здесь что-то творить, создавать, созидать. То есть вы настроены очень-очень здесь решительно. Вы здесь очень активные, очень деятельные и вдохновлены какой-то важной для вас идеей вместе с тройкой мечей при этом, которая здесь у вас выпадает, вы, несмотря на какие-то неприятности, какие-то конфликты, может быть, или какие-то трудности, с которыми вы сталкивались, может быть, ваши трудности здесь вас закаляют, и вы, тем не менее, не опуская руки, понимаете, что это не повод сдаваться, да, а повод действовать, повод преодолевать препятствия. Вместе с семеркой жезлов, которая дальше идет у вас здесь, ваш повод здесь проявить доблесть, показать свою силу, отвагу, смелость и какое-то превосходство над другими людьми. Возможно, по семерке жезлов вы здесь готовы противостоять какой-то критике, недоброжелателям, трудностям, то есть быть достаточно стойкими, несмотря на эти ситуации, или несмотря на какие-то проблемы, которые у вас здесь возникают, вы настроены на то, чтобы успешно что-то завершить для вас по карте мир, чтобы добиться в чем-то триумфа, признания окружающими, что вот вы смогли, вы сделали, что, да, что на вас надели этот лавровый венок, с чем-то поздравили, что вот вы такие успешные, вы такие молодцы. Тут же у вас карта правосудия, желание справедливости в среду, желание добиться какой-то честности от других людей, может быть, или в какой-то ситуации какого-то справедливого решения, или решить какой-то вопрос с документами, какой-то юридический, может быть, вопрос уладить по правосудию. То есть вы здесь настроены на то, чтобы по правосудию добиться, опять-таки, ответственности в чем-то, чтобы чаши весов уравновесить, чтобы все было как-то в балансе, чтобы все было правильно. Может быть, вы здесь будете высказывать свою правду другим людям, будете честны с ними, будете говорить то, что вы думаете, на самом деле, что вы чувствуете, да, и как вы видите эту ситуацию. Но могут быть конфликты, могут быть разногласия, и вместе с пятеркой кубков, которая выпадает в дополнение, действительно могут быть какие-то конфликты, может быть, даже конфликты в доме там, или какие-то вот такие вот здесь неприятности, которые вас могут, да, и расстроить, потому что это проблемы, которые вас расстраивать будут из-за вот этих вот распри, да, этих ссор. То есть что-то вам здесь не совсем, конечно же, удается, и вас это расстраивает. Карта четверка пентаклей, ваше нежелание потерять власть, потерять финансы, потерять энергию какую-то свою. То есть вы здесь будете стараться по четверке пентаклей удержать что-то для вас ценное, удержать что-то для вас важное, может быть что-то и материальное действительно, потому что вы чувствуете, что обладая вот этой вещью, да, там, или этим человеком, или там, не знаю, какой-то своей энергией, вы
будете чувствовать уверенность в завтрашнем дне, вот эту силу, да, то есть вот по 4 пентаклей вы не хотите их терять, собственно, и 4 пентаклей здесь же выпадает в дополнение еще на четверг, то есть нежелание что-то отпускать. Вы чувствуете, что ваша сила, ваша мощь в обладании вот этим или предметом, или этой какой-то материальной составляющей, да, этими деньгами, то есть вот и ваше желание здесь найти способ, чтобы это что-то удержать, то есть не потерять каким-то образом, может быть, проявляете скуповатость, алчность, когда нужно потратить какие-то деньги, а вы стараетесь по минимуму потратиться, допустим, или на какие-то подарки, или на какие-то вот такие вот расходы свои бытовые. Также здесь, если речь о наследстве, вы можете получать какое-то наследство или стараться не отдать что-то вам принадлежащее другому человеку, как будто вот считаете это своей собственностью. Дальше 9 жезлов, желание себя по 9 жезлов отгородить от каких-то неприятностей, может быть, себя и свою семью. И также по 9 жезлов можете быть очень настойчивы в том, чтобы довести какие-то начатые дела до конца. Вот как будто бы вот до конца недели, вот там до пятницы, до конца рабочей недели довести какие-то вещи, какие-то вопросы там рабочие, чтобы не переносить их на следующую неделю. То есть вот сейчас их завершить, да? И вы настроены на то, чтобы вот спокойно, но выполнить эту работу, то есть довести ее до конца. Ну, в целом, да, вам сопутствует здесь успех, финансовый успех в частности, если вы выполняете эту работу, я думаю, вместе с картой сила тоже. Да, здесь ощущение силы, ощущение возможности опять-таки справиться с любой задачей, любой сложностью, потому что вы сильны, духовно сильны, эмоционально сильны, то есть не опускаете рук, даже несмотря на то, что, возможно, вы даже очень сильно устали на протяжении этой недели. Но также здесь еще может быть и ваша готовность защищать себя от каких-то недоброжелателей, поэтому и карта сила тоже, как, может быть, даже не физически, да, о чем-то договориться, убедить других людей для вас может быть важным. Карта колеса фортуны на субботу, вера в успех и вера в удачу, которая у вас есть в субботу. Оптимистичный такой взгляд на вещи, кстати, может быть и важное решение, которое вы хотите принять в субботу здесь, и принимаете его, скорее всего. И карта звезда, вы очень верите в правильность своих действий, в правильность того направления движения, которое вы выбрали, в то, что ваши мечты реализуются, осуществятся. То есть вы здесь верите, надеетесь, вас здесь вдохновляет что-то и дает надежду на позитивный исход, соответственно. И карта рыцаря кубков тоже очень позитивная взгляд на вещи, такой оптимистичный, приподнятое настроение по этим кубкам, потому что кубки — это чувства и эмоции, это какие-то радостные встречи, радостное общение, это водная стихия в целом, это общение с водным знаком зодиака, может быть, то есть раки, рыбы или скорпионы, тут еще и карта повешенной, которая тоже может на водный знак зодиака, да, на рыб в частности делать акцент. Но вот карта повешенной вместе с рыцарем кубков, она может еще и сказать о том, что вы можете здесь как будто бы, находясь в таком оптимистичном, да, настрое по карте повешенной, столкнуться с тем, что вот что-то не совсем так, как вы себе придумали. Потому что рыцарь кубков, он о внушении даже, о скрытых намерениях. То есть вы могли себе что-то внушить, да, а потом раз и столкнуться с реальностью, когда, ну вот, розовые очки бац падают, и вы понимаете, что ну все не совсем так радостно и оптимистично, как вы себе надумали, как вы себе нарисовали. То есть вот позитивный ваш такой настрой может столкнуться с тем, что вы увидите вещи немножечко в другом свете, немножечко по-другому. И это может загнать вас в тупик или какой-то урок вам преподнести. То есть какие-то выводы сможете из этого вынести, соответственно, какие-то выводы сделать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.